Верите ли вы в призраков? Казалось бы, существует так много видеодоказательств, где нам показывают, что потусторонний мир может быть связан с реальным. Жуткие тени, голоса детей и мебель, двигающая сама по себе. И это только малая часть, которую нам показывают очевидцы. Но правда ли это? Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы с вами смотрим страшные и необъяснимые видео и пытаемся понять, где правда, а где нас обманывают с помощью монтажа. Эта подборка мне далась очень тяжело. Как я уже рассказывал, сложно найти видео, именно те, которые мы с вами не видели. Но кое-что я для вас нашел. Устраивайся поудобнее, мы начинаем. Погнали! Тут некий парень прислал видео вот этому автору. Ну, по крайней мере, так говорят. И он рассказывает в своем письме, пересланном, то, что у него дома что-то происходит. Опа. А! О! Что там случилось с тобой? Вот это муха. Было слышно, как какая-то женщина слабо шевелилась. Да я увидел, что Свет пролетел, но мне показалось тень прозрачного какая-то. кажется, окутывает девушку Филиппа, заставляя ее в панике выбежать из комнаты. А сейчас кажется, что это вообще наложенный эффект. Но тут еще и звук присутствовал, значит, что-то еще. Филипп Что она и его услышала? невеста понятия не имеют, что они засняли на камеру наблюдения. Но как ты думаешь, что это такое? Здесь, значит, рассказывает автор то, что играя в YouTube, играя в игры на YouTube, в одной из прямой трансляции играет в игру, само собой, разговаривает с своей трансляцией, и что-то ему сзади него там что-то вот случилось, надо смотреть. Что? Боже мой, Ну что? все в порядке. Спустя какое-то Сколько время. у тебя людей? Привет? А? У него еще на фоне игра просто. Все в порядке. Да, все нормально. Мой Подумаешь. маленький ручной пылесос по какой-то причине упал. Неважно. Кайоэ объясняет, что его ручной пылесос только что таинственным образом упал на пол. Ну и что такого? Но ты это видел? Ведущий прямой трансляции ничего не замечает, но темная фигура, похожая на тень, кажется, заглядывает в кадр прямо у него за спиной. Кайоэ понятия не имеет, кто это или что это такое. В следующем видео он объясняет, где именно Это модифицированный Хорошо, ручной здесь его пылесос. поймали. Вот маленький ручной пылесос, который вот так просто сработал. Возможно, он был немного мягче, но примерно таким он и казался. Он лежал прямо здесь, на полу, Ты про звук так что это имеешь? очень мило. А еще вот здесь есть лестница, ведущая наверх, и я поднимусь по ней, чтобы вы все поняли, как это звучит. Ну мы поняли, скрипит потертое седло. Я стараюсь быть как можно мягче, но это все равно производит столько же шума. Так что типа даже не пытайся, братан. Поверь мне. Так что даже если это был просто реальный человек, тогда кто это был? И как они умудрились не издать ни звука на скрипке? Вот такие тоже странные случаи. Кайоэ считает, что он мог заснять паранормальные явления в прямом эфире на камеру. Но, как всегда, я оставляю это на твое усмотрение. Не знаю. Здесь девушка рассказывает о том, что она начала наблюдать странные вещи за своим ребенком, что однажды она испугалась, когда ребенок от чего-то вдруг закричал, и она установила, скрытую камеру.
Ой. Упал. Что? Как будто вообще звуки не ребенка, вот как будто это не он. Кажется, что Матео смотрит на кого-то или что-то, чего мы не видим, и даже спорит с ним. Затем двухлетнего ребенка, кажется, толкают спиной вперед на пол. Теперь Марика говорит, что с Матео все в порядке, и он совершенно не пострадал. Но именно здесь Вообще история непонятно. принимает очень странный оборот. Видишь ли, Марика говорит, что изначально она была беременна тройней, но, к сожалению, два других плода не смогли развиться, и остался только Ой, Матео. ну это приплетание Марика верит, истории. что Матео могут посещать духи его нерожденных братьев и сестер. А как ты думаешь, что случилось с маленьким Ну это Матео? подтянутая Дай мне история. знать. Прежде Тут рассказывается про охранника в какой-то школе. Не особо помню район, но не суть. И он что-то услышал на очередном обходе. Достал телефон, начал снимать, а мы сейчас с вами должны испугаться. que lo dudo, ¿no? Pero, pues igual, Так. está bastante oscuro, ¿no? Es que se escuchó a alguien. О, кто-то выглянул, блин. Давай, давай, быстрее. Кто это? Как обычно, Болливуд. Хитрецы, блядь, что-то. Se miró algo, güey. Se miró alguien, güey. No mames. No mames. No mames. ты это видел? Когда видео становится ярче и замедляется, можно увидеть странное лицо, быстро скрывающееся из виду за кондиционером на улице. Как это случилось? Охранник бежит проверить, но там ничего нет. Что делает эти кадры еще более Ну странными? он тоже, он так повернулся, что тот мог, блядь, присесть, грубо говоря, да, и вот здесь прям с краешку находиться, прям, и он не показал Охранник этот в край. шоке и утверждает, что то, что он увидел, было Херня. абсолютно паранормальным явлением. Не верим, не верим. Он говорит, что обыскал территорию средней школы, но так никого и не нашел. Как ты думаешь, что это такое? Его братан. Дай мне знать. Тут рассказывается про лесную чащу где-то глубоко в Канаде. Друзья исследовали лес и заметили что-то очень-очень странное. Елка шевелилась. Охренеть. Там что-то случилось, говорю тебе, Тереза. Но они могли спилить елку на Новый год. Это странное видео стало чё, вирусом, бояться-то? и многие зрители на Facebook обратили внимание на то, что выглядело как большая человекоподобная фигура, которая, казалось, на самом деле собирала деревья и несла их. В некоторых комментариях на Facebook утверждается, что это снежный человек или... Мне вообще люди, показалось, это но верхушки некоторые верят, деревьев. что это может быть так. Инопланетяне. В любом случае, как ты думаешь, что здесь происходит? Дай мне знать в комментариях. Или какая-то канадская горилла. Тут рассказывается опять про каких-то ребят, которые в лесу просто вот проводили время. А чувак просто снимал, говорит, вот мы гуляем, ходим. И что-то ему странное попало в камеру. Самое главное, как обычно, снимал на тапок. Здесь все Что это, черт возьми, странное. такое? Что у тебя за спиной? Я серьезно говорю, что там что-то было. Так оно и было. Где? Я не уверен, что там что-то было. Знаете, это в каком году было? Я людей, блядь, разглядеть не... О.
Кто-то или что-то, пошатываясь, идет к ним. Вот это кто-то Группа, кого-то кажется, пранканул. охвачена страхом, и они бросаются бежать. Так вот, пользователь YouTube Rexyboy34 опубликовал только одно это видео на своем канале YouTube. Так что довольно сложно сказать, являются ли эти кадры Полюбас реальными, запланированный, или еще же так это сказал. вероятность Смотрите, кто-то сзади, напугал их, сосредоточиться дал, да, и тут бах выходит. Ясен что хрен эта девушка не обосрешься. участвовала в розыгрыше, потому Хер. что, ну вы только посмотрите на нее. Рассказ ведется о том, что здесь человек с Индии, и у него блог в основном о рыбалке, о готовке этой же рыбы, походу, которую поймал. Вот. Ну и все в этом духе. И в какой-то, видимо, случай, какой-то определенный мега, что-то вот случилось. Они нашли какое-то, как тут говорится, нашли место, какое-то очень место. И тут уже вечером, походу, да? दिसतंय का तुम्हाला भास होतो का तुला कमालच दिसतंय अरे येडा बघ ना ते झाडाच्या मागे Я не вижу ничего. अरे एवढा हसतोय ना तो ए कोण आहे तिथे О, кто-то побежал. Я не так давно видел видео, где медведь, маленький причем, то есть не там мать, грубо говоря, медведица, да, маленький медвежонок пришел к рыбакам, их человек трое, наверное, было, и просто спиздил у них рыбу. Чем сейчас не Можно ситуация увидеть, как кто-то или что-то подобное. таинственным образом бежит по темному лесу рядом с деятельностью. Хотя, да, там видно прям Они человек. Ну, отвлекают может, бомжарик внимание, какой-нибудь но такой. глупый Ага, медведь, ща он пацаны не рыбки отвлекает. наловят, Что я еще у более них их странно, этот человек, поддюдюрю. кажется, просто исчезает среди деревьев. Папа говорит, что это был самый ужасный опыт, который он когда-либо испытывал во время рыбалки. И по сей день папа и его друзья до сих пор не знают, кого или что они видели. Многие зрители его канала на YouTube считают, что они могли столкнуться с паранормальными Да явлениями. ладно, челик. Но решать тебе. Тут какое-то видео, слишком типа никто не знает, что это. Вот прям вот этот ролик был залит в ТикТок без каких-либо упоминаний, кто, где, что и когда. Просто вот чувак спускается по лестнице. А его тень решила забраться обратно. А я вам скажу, как это произошло. Призрачная фигура, кажется, проходит прямо мимо мужчины. Но не факт, Когда он ползет вверх по лестнице. что я прям расскажу. Мужчина, кажется, даже не замечает этого жуткого движения. Темная Здесь фигура. свет. Теперь без Тень так источника падает. никогда А не снизу, узнаем, если реально свет ли будет эти на кадры него, или то это тень куда просто будет тщательно падать? продуманная По идее, иллюзия. также на стенку. Но все же дай мне знать, что ты думаешь. Рассказ ведется про Северную Каролину, про, как вы уже поняли, про больницу. Тут человек-ассистент, который ассистирует, да, операции какие-то. На одной из операций, там видеонаблюдение есть, на одной из операций случилось что-то в одной из операционных. Йоу, в этом месте водится привидение. Позволь мне кое-что тебе показать, братан. Все в порядке, так что смотри. Это первый канал. Это первая комната, верно? Мгм, так. Эта штука стояла в углу. Первая комната находится прямо там внизу. Это последняя дверь, в которую никто не заходит. Ага. В третьей палате у нас есть люди, которые делают операции, но здесь никого нет. Посмотрите, я прохлаждался за столом, и вот эта штука сообщила, что обнаружено движение. У нас здесь есть люди, но не в первой комнате, и эта штука исчезла. В Мгм. палате номер 1, используемой для кесарево сечения, можно увидеть А- странную бледную полупрозрачную фигуру, которая кажется одета в больничный халат. Расс О. объясняет, что в то время для операций использовалась Какой-то только больной палата встал, номер 3, в то время как пробежался палата номер по-быстрому. 1, эта палата была совершенно пуста. Там никого не было, и никому даже не разрешалось туда входить. Расс считает, что в больнице водятся привидения. А вы как думаете? Может ли это быть призрак пациента, Мы в который душе выжил не и знаем, навсегда застрял в больнице? но предположить знать. можем, что призраки.
В общем, два друга, два брата, два человека, которые записывали какой-то очередной ролик с маской, и О, вы все знаете, я выгляжу как сейчас парень с наверняка на кого-то эта маска Да, оденется, это мне видео кажется, да? спонсируется Meta Noise, MTA, но Айзеа. У меня здесь есть мой брат. Вы все здесь. Я бы хотел снять нас обоих. Нет, я не думаю, что это имеет значение. Ох, это имеет значение. Братан, ты выглядишь как Майкл Фелпс. Но почему я выгляжу как торговец травой из Гарольда и Кумара? О, братан, ты действительно это делаешь? Братан? Я тебе не братан, братан. А на собаке это действует? Нет, я в этом сомневаюсь. Ох, Это действительно так. Да, вы все нажимаете на кнопку «Нравится», нажимаете на кнопку «Подписаться». что, черт возьми, это было? Я думаю, сейчас, Я не ну, знаю, как братан. обычно, маска Это на прозвучало кого-нибудь там, безумно, типа, почти на как невидимое что, черт что-то возьми, это было. оденется. Я, блядь, весь дрожу, братан. Алло? Вот оно внутри. Алло? Это кондиционер. Нет, это было что-то вроде того. Когда Катум пытается отфильтровать ритм их милой маленькой собачки, они слышат странный необъяснимый Звук звук, как будто бежит. доносящийся из гостиной. Затем внезапно ребята слышат громкие шаги чего-то, приближающегося к ним. Что бы это ни было, оно выбивает камеру прямо из рук Адама и бросает ее на пол. Теперь канал братьев на YouTube, посвященных музыке и подкастам. Ни одно из видео на их странице не имеет никакого отношения Ну, к естественно. паранормальным явлениям. Итак, как вы думаете, что здесь произошло? Запечатлели ли близнецы на камеру реальные паранормальные явления? Просто Вы уже странное, да, почувствовали, момент. что что-то не так, Но еще разобрать до того, его как можно это было, сделали вот, братья? я думаю. Прям понять. Дайте мне знать. В общем, тут рассказ про чувака, японца, который снимает паранормальную всякую штуку. В этот раз он отправился в отель заброшенный. И, естественно, тут по истории случилось что-то с владельцем отеля. Он пришел, исследует, и нашел вот каморку владельца, да, там, скажем, может быть, это охрана там в каком-то там времени была, либо сам владелец здесь жил. Ну, в общем, вот что-то сейчас мы видим. Вы посмотрите в самом конце, у него лицо не испуганное, как будто бы он сейчас заржет. Следователь слышит Или я не себя умею. и быстро оборачивается, когда можно увидеть, как Это- маленькая бледная рука исчезает в дверном проеме. Распределять мимику Это выглядит так, их как будто лица. кто-то или что-то вот-вот схватит его. Катацу говорит, что во время второго раскола, когда он резко развернулся, он смутно увидел темный силуэт женщины, но она быстро исчезла прямо у него на глазах. Катацу хватает камеру и осматривает местность, но там никого нет. Так может ли быть, что он мельком увидел хозяйку, которая покончила с собой внутри? Это хозяйка, Она оказывается. обращалась к вам? Вы можете посмотреть все это расследование на YouTube-канале Binge Ну, TV. естественно. Так, а тут, ребят, очень интересная история. Тут, грубо говоря, тоже охотники за привидениями, которые абсолютно неопытные, ну, как рассказывается. И это их первое заброшенное здание, в которое они проникли, чтобы отснять и проверить на предмет Я паранормального. понимаю, что они не хотят, чтобы кто-то видел их раньше. Кого их? У камеры есть человек, который ничего не знает. Так оно и есть. Приезжать к зданию, это я вам на опыте уже, когда сразу же стемнело, то есть приехать в темень, да, и начинать только съемки, 13 тысяч раз страшнее, нежели чем ты приезжаешь заранее, осматриваешь здание, можно ли отснять, есть ли люди и так далее. Тут ты заранее подготовлен, вроде заходишь уже ради просмотра, что же внутри. А когда ты приезжаешь ночью, ты абсолютно просто не знаешь, что будет с тобой там. Есть там кто, нет, бывают люди, нет, охрана, не охрана, ну то есть такие вот моменты.
Видимо, очень давно ребята это снимали. Что? Исследователи были потрясены, когда груда ящиков, казалось, была опрокинута невидимой силой. Когда они в страхе бежали, прямо за ними послышался жуткий детский голос. Двум новичкам-охотникам за привидениями потребовалось время, чтобы успокоиться. Прикинь, это тот Прежде случай, чем когда первый и попытаться последний найти раз. рациональное объяснение тому, чему они только что стали свидетелями. Все Типа, прошло не ну, очень хорошо. эти заброшки. Чё непонятно, блядь, где фокус? Цвет. Даже если это первый их опыт, ничего не Дверь подготовились, они захлопывается, такие и типа, люди поедем в группы темноте, снова бросаются фонарик. Но Ну, им все же удается успокоиться и остановиться, чтобы взглянуть еще раз. И именно тогда они видят нечто совершенно ужасное. что? Что? Двое юных охотников за привидениями заметили жуткую фигуру маленькой девочки, которая, казалось, наблюдала за ними из темноты. И на этом с них, пожалуй, хватит. Они выбегают из дома. Что и она слишком полагают, светлая, что как будто побежали домой. нарисована. Так вот, я думаю, само собой разумеется, что у этих двух друзей была очень недолгая карьера охотника за привидениями. Ну да, Этому как ты видео более подметил. 13 лет, и оно О. было размещено на YouTube анонимно. Так это Фига себе. реально или просто тщательно продуманная мистификация? Решать вам. Не знаю. И снова можно поделиться на два лагеря, верующих и нет. В некоторых видео можно сразу сказать, что это постановочная ерунда, а некоторые переворачивают твое сознание и заставляют реально задуматься о том, что потусторонний мир связан с нашим. А на какой стороне ты? Оставляй свои комментарии, какие видео для тебя показались странными. Также не забывай прожимать лайк, подписываться на канал и прожимать уведомления, ведь только так ты будешь в курсе новых видео на канале. А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой совсем скоро. Ну а это был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.